Всем привет, друзья! Приветствую всех на зимней серии. Сейчас на самом деле практически уже апрель месяц. И мы сегодня занимаемся великими делами. Болотное шасси мы сращиваем с ВАЗ-2112 на шестнаре. Значит, шасси на данный момент установки подготовлено, рама сварена, двигатель здесь размещается свободно. В этой серии задача уже срастить несрастимое. Что? Кузов от двенашки с болотным шасси. Присаживайтесь, печеньки, чаек, кофеек. В общем, делайте уже что надо. Мы начинаем. Я сейчас хочу открутить вот эти кронштейны от балки, чтобы использовать их для крепления уже кузова к нашей раме. Крепежек мы уже частично потеряли, но всегда у той самой женщины на авторынке можно докупить. Да. Блин, задолбал. Давай, отрегулируй равномерно. Такой же. Да? Ходи. Так. Рамная двенашка. Дмитрий Викторович сказал, что месяц-два лопнул бы пополам. Лонжерон один. Так что такая доработка необходима пацанам в комментариях. Что там у тебя за дербан? У меня Дербан Дербанович. Педаль сцепления? Педаль сцепления, да. Опять там сейчас что-то будет компоновать, перекомпоновать. Я Дмитрию Викторовичу говорю, не усложняйте. Я готов рулить чем угодно. В каком отрасти, угодно. скажи, третью ногу еще, да? Как угодно. Я говорю, хоть вдвоем с Димоном будем ездить. Только не надо делать вот эту красоту на года. Все равно получится красота. Даже если мы не хотим этого. Так, и все. Вот она. Ну, погоди, пружинку надо ее сохранить. Оп. Позиция педальная. Да. Как там говорят, лох педальный. Будет сидеть в тракторе. Лох педальный? Да. Да? Вот здесь я буду вот сюда варить, поэтому надо вот эти все места, как здесь почистить, я не знаю. Ну, короче, щеткой такой. На! Ну, хотите, да, по месту будем чистить, прикрутить, что ли? Как-то тут и так ты не подлезь. Надо шкрябать чем-то. Так, вот эту мы сюда сейчас будем приваривать. Как-то все ржавое, зараза. Так, что мы делаем в данный момент? Мы, купленные в магазине у все той же самой женщины, кронштейны сейчас прикручиваем к кузову, и все это будет сейчас по месту уже вариться к раме. Спереди тоже там все изготовлено, Дмитрий Викторович уже трудится. В общем, сегодня должна уже у нас конструкция получиться. Очень надеюсь. Так, вот у нас есть шаблон, изготовленный Дмитрием Викторовичем. Наша задача с небольшими погрешностями изготовить детали. Так, космос у нас будет аппарат, по-любому космос. Мне уже не терпится посмотреть на двенашечку, на болотном шасси, как оно поедет. Ко дню космонавтики. Успеем? Ну ты что, до 12 апреля, нереально это. Нереально. Вот и я думаю, что нереально. Слишком долго, конечно. Но зато у наших зрителей есть возможность успеть получить нечто космическое. Тинькофф Банк как раз таки выпускает новую коллекцию карт дебетовых в честь Дня космонавтики с космическим дизайном. Карта позволяет экономить на тратах, получать дополнительную выгоду. А если успеть оформить ее до 16 апреля, то обслуживание будет бесплатным навсегда. А преимущество этой карты следующие. До 15% кэшбэка рублями на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. И до 30% кэшбэка рублями за покупки у партнеров. Их список постоянно обновляется.
Доход до 5% годовых на остаток по карте с подпиской Тинькофф Про. Также доступны бесплатные переводы даже на карту других банков через систему быстрых платежей. Наличные также можно снимать бесплатно в банкоматах. Переходите по ссылочке в описании, оформляйте дебетовую карту Тинькофф Блэк в лимитированном космическом дизайне и получайте вечное бесплатное обслуживание по ней. Предложение действует до 16 апреля. На 3 сантиметра там. Пальцы только умирай. Ну давай. Чуй. Так, раз, два. Так, еще. Так, секундочку. Ну, по-моему, все, нет? Да, слушай, ищи филигранная. Только она сейчас вернется, скорее всего, назад. Пацаны, вообще, ребята, Нормально, да. Умеете, могете. работают. Ну, Люди в курсе. Ну да. Видишь, как пацаны работают. Ну, все. Получилось. Да как обычно. Получилось не то, что ожидали. Получилась какая-то херня. Смотри, вот это. Шучишь сейчас. Да. Нет, ну четко, ну, Пацаны работают. красота. Люди в курсе. Я хмель, это мои близкие. Мгм. Вот здесь вот надо сверлить ее. Вот. Это левая по месту. Так, вот это вторая. Потому что левая, правая непонятно, ты там стоишь или ты так. Поэтому я всегда пишу драйвер, кодрайвер. Зрители не поймут. Почему? Драйвер это водиловская сторона, вот там. Но если это не Англия, то Они скажут, вы снимаете свои эти машины. А сколько их ты нахайрачил? 6 штук. А зачем 6? 2 надо было. А, да? Игорь увлекся. Что-то я думаю, а маленькие где, которые игрушки без бумаги? Сейчас принесу, да. Ну вот тут. Не, ну ладно, наварим, что, лишний усилитель, как говорится, не помеха. Да, даже по тракторному делал. Да, это я маленький-то вот думал, вот мы сюда вот так вот сделаем. Вот, усилители. Вот. Так, друзья, у нас новый день. Сегодня у нас ждут большие дела, так же, как и вчера, и позавчера ждали. В общем, что за вчера было сделано? Мы изготавливали кронштейны, усердно весь день гнули, вырезали. Ну, а Дмитрий Викторович, соответственно, все это дело прихватил. Смотрите, да, здесь будет использоваться балочка, которая откручивается от кузова. Она силовая, хорошая. Здесь используется крепление за рычаг. И, соответственно, ну, не за рычаг, а в том месте крепился рычаг. И здесь, соответственно, крепилась задняя балка. Такие кронштейны были изобретены. Сейчас мы раму эту откручиваем, опускаем на подставки. Дмитрий Викторович ее хорошенечко проваривает. И дальше мы ее уже будем красить. Также сегодня по плану заняться, наконец-таки скрутить коробку. С раздаткой, хотел сказать. Со сцеплением собрать мотор с коробкой. Ну а пока опускаем раму. Раму открутили, оставляем ее Дмитрию Викторовичу на проварку, на прожарку. А мы пойдем прожаривать шестнарек с коробкой, чтобы они прожарились и уже сцепились и не расцеплялись. Димон, ты не знаешь, зачем мы выбрали вообще шестнарь? Почему бы не взять классический мотор, у которого нормально все получается при продольном расположении? Ну, 16 же поинтереснее должен. Плюс тюнинг. Тюнинг? Мы можем турбину поставить, 200 сил будет. Ага. Ну ладно, да, спасибо за ответ. Тем более, вот куплен облегченный маховик был. Ну, вот как он выглядит. Причем реально он значительно легче старого. Прям ощутимо. Так нахера, извините, облегченный? Крутиться лучше будет. Так а нам надо наоборот крутящий момент. Так быстрее крутиться будет.
На тяжелой... Не, у него же момент крутящий на высоких оборотах, вот он их будет быстрее достигать эти обороты. Понятно. Так, давай. Так, ставим маховичок. Все дырки совпали. Те? Все дырки совпали, да, по-другому не поставить. Да, он только так в одно положение ставится. У тебя тут... Чтобы завернуть, нам надо будет идти с дрочильни. Перчаткой потереть. Нам пацаны напишут в комментариях. Конечно, это, но после того уже как мы как говорится, и поедем. Да. Скажут, что все сразу сломалось, при этом мы умудримся отъездить очень долго. Бывает такое, да. Десятки. Но новое, поэтому мы его и ставим обратно. Вот, а что тут вошло? Ну, все четко. Диск. Чирин. Так вот. Нацарапал букву П. Торжественное вынимание писюна. Наше дело не рожать. Так, ну что, давай примерять тогда вилку. Вот вилка лежит. К этой коробке. Ну-ка. Вот у нас. Подшипник сюда вот этот надевается от той коробки. Вот. Но вилка, она, соответственно, сюда у нас не подходит. Пацаны пишут, что надо шнивовский ставить. Купим шнивовский Да. Он побольше, помощнее, потому что это совсем игрушечный подшипник. и будем давить. И он еще и пластиковый есть. Там втулка пластиковая, все пластиковое. Ну, соответственно, просто сюда его, ну никак. Вообще, под эту вилку нам его не приделать. Все, наконец-то. А то все принеси, подай. Типа, да. Это уже Что-то поработать хоть надо. что-то поработаем, да. Самый лучший громок, Дмитрий Игоревич говорит. Так, у нас новый день. И мы не в Хибинах, и мы не испытываем ультратанки. Да, и вообще надо было строить снегоход, а мы занимаемся тракторами. Но проходимость на таких гуслях будет нормально. И не трактор у нас будет. У нас будет двенашка на шестнаре и на гусенице. Это так, западало. Западало за денек. Западал? Западало, да, западало. Потому что вроде нападало и надоело. Ага, западало. Поэтому западало. Да. Давай нам теперь чистить это западало, потому что нам надо раму ставить. Встала на дырочки? Да. Oh my. И про между делом мне дано задание придумать блок педалей и блок рычагов управления поворотом. Потому что родной, который мы сняли, он никаким образом не встает. Потому что если, как мы думали, его поставить, то Игорь должен сидеть на гусенице. И, соответственно, все это дело надо переделать. Родной он был очень замороченный. И вот из этого набора, который я разобрал, надо что-то придумать. Вот сейчас буду думать. Вот такой получился блок педалей и рычагов. Не скажу, что это было просто, но, во всяком случае, родной он состоял из 3 валов и какой-то сильно хитро перемудренный. Я таки попробовал скомпоновать его на 1 вал. И вот все, что получилось. Так что теперь осталось только сделать сами крепления, и можно ставить его на трактор. Непонятно, почему на заводе они так заморочились, сделали 3-вальный, когда теоретически есть вариант сделать гораздо проще. Так, короче, нам надо открутить вот эту фиговину, и мы сюда будем ставить, скорее всего, фланец под обычный кардан, а не под эластичную муфту. И у нас ключа на 65 нету. Вот я так пробовал, Игорь, мне кажется, труба нужна. Приходится газовым ключом это делать. Сейчас еще придется газануть. Так напрягаться буду. Ну да. Так, Игорь взял тяжелую артиллерию. Давай, подержи, надень ее. Так. Не, дальше, одевай. Чтобы оно зажало. Плохо, дай приподнимите, я подтяну. Что-то тут какая-то лютая история. А может здесь левая резьба? Может быть.
Давай попробуем в ту сторону. Давай. На этой гайке есть проточка. Если левая резьба, то гайка должна быть с проточкой. Что такая проточка? И проточка Как делается на гайке. Как на этих, как на колесных гайках. У шишиги. Глубже. Не-не-не, стой. Мы даже не можем подтянуть, потому что она разболтана. Надо её поклеить. Она такой... Она вот, она же, видишь, она просто приржавела. Потому что она, смотри, вообще не затянута. О, потом. Вот понять, ты это закручиваешь или откручиваешь? Ну, он затягивает, да. Что? Ну, куда я посмотрю, люфт Да, пропал, все больше и больше. значит, ее затянул. Сейчас уже не болтается, наверное, это что, да? Да, все, Ага. я затянул. Ну, сейчас таким же макаром открутим. Открутили гайку с горем пополам. Вот фланец наш. Фух. Да, это было непросто. Да, короче, купили что-то по наитию. Вот вопрос, вот каждый раз, когда вот, да, что-то у нас не срастается, зачем вообще ставить шестнарь? Угу. Вот он, ну что, настолько мощнее, ну поставить двигатель от Шнивы, который просто прикрутится вот так вот, дынь, и все. Никаких тебе переходных, ничего, не вытачивания, не перетачивания, вообще ничего не надо. Так, ладно. Высказался, теперь можно собирать. О, смотри, какая купюр котлета. Так. Оп. Да, это была тренировка 30-минутная, как поставить вилку с подшипником. Да. Не так это просто. Так, ну что, надо его накидывать и смотреть, что будет. Сейчас. А, мы тут все в окошечко увидим. Надо прилазить. Все. Ну, все тут нормально. Все выжмется. Это снимаем для тех, кто хочет видеть каждый наш шаг. Да. Да, если что-то пропущено, значит этого не было. Вот смотрите, все смазано. Смазано, Там да. тоже все смазано. Писин смазан. Все стоит, да. Пыльник поставили. Сейчас Пыльник поставили, да. Если ее попадет, будет вообще хорошо. Опа. Короче, коробка будет держаться на 3 болтах, потому что 4-й здесь прикручивать некуда. Но эти Так, а тут, собственно... дрифтеры ездят, ничего. В общем, стартер сюда тоже не встает из-за этой трубки. Я так понимаю, это помпа. Трубку эту придется снять, где-то здесь отпилить, надеть у нее какой-нибудь шланг, где-то в другом месте соединять. Это, конечно, тоже геморрой полный. Да вот, видно, вот, если его туда ставить, он упирается в эту трубку. Да. Так, после очередного визита в магазин нужный крепеж был куплен, соответственно, скручена коробка. Один болт у нас не задействован, да, то есть она у нас держится на 3. Стартер прикручен, редукторный стартер. Да, подпилили пыльничек и обнаружили вот такую вот историю, да. Да, То есть у нас сейчас не встает вот эта трубочка, по которой бежит тосол. И я в очередной раз задаю вопрос, зачем? Зачем ставить вот этот шестнарь? Если бы он был, ну, сил на 130 хотя бы, тогда в этом смысл есть. Что там, 90 сил, можно нивский мотор поставить. В общем, да, надо будет распиливать и как-то обходить всю эту историю. Да, еще у нас, скорее всего, и гидроусилитель будет мешаться. В общем, геморроя намного больше, чем выхлопа. Не, знаете что, сейчас нам надо найти вот такую трубу, вот, и мы прямо отсюда вот так вот ее под углом прям приварим и выйдем прям вот в этот микрорайон, а здесь к ней приварим вот эту беду. Вот, все у нас получится, видите, вот так вот, а это где? И все. Вот так вот у нас все это будет. Все, и сейчас все сделаем. Вот кто будет делать, вот вам
Кто Схема. будет делать, не делать. Не делайте, да, а если Да. будете, то вот. Ставьте ниловский мотор и не мучайтесь. Зачем Так этот вот. геморрой? Это надо гайки открутить. Какие? Ой, ну всё. Так, друзья, у нас большой сдвиг в сторону завершения серии. Что хочу сказать. Для всех, кто загорится этой идеей, очень много подводных камней вас поджидает. Но, во-первых, все подводные камни, связанные со сращиванием вазовской КПП с шестнарем. Мы узнали тут попутно, что, оказывается, есть готовые кит-комплекты, но Кит-комплект пришлось бы переваривать. Он кит-комплект на классику. не на трактор, да? На трактор. На трактор Вот на трактор сможем мы нет. кит-комплекты Вот, скоро кстати, продавать. уже, да, можно. Вот, коллектор. Ну вот, надо будет входить в этот кит-комплект обязательно. Да, вон тут вообще расстояния В никакого. этот кит-комплект будет входить вот эта вот рама, да? Ага. Мы сразу будем продавать готовую. С Просто вами, да. покупаете шестнарик, покупаете трактор и все остальное покупаете у нас. Можно под заказ купить, в принципе, готовый трактор, да? Но мы еще не знаем, как он поедет, но заказы принимаем уже сейчас. По поводу этого-то мы не сказали. Все же написали, что мотор низко расположен, да? А расположен он точно так же, понимаете, как и у Z. То есть вот эта соосность, максимально она соосная, такая же, как и там. Вся проблема в том, что сам мотор меньше. Это вот как уровень воды будет 1,70 м, Мгм. меня скроет, и я задохнусь. А Димон еще он будет цепляться за жизнь. Так же и с Узетом. Вот как раз под водой поедем. У да. нас, в принципе, в этом проекте все агрегаты будут цепляться за жизнь. Да, да. Там у нас УЗ всю ходовую разрывает, а здесь у нас наоборот будет запас прочности, долговечность на многие года. Да. Вот, поэтому покупайте, у нас готовый кит-комплект. Еще вправо, еще. Стоп, все, нормально. Идет доработка прицепа, потому что больно сильно Нива просела. Вот, и вообще есть сомнение, что она рассчитана на такие нагрузки. Потому что вертикальная нагрузка на фаркоп, что-то у нее какая-то совсем-то нагрузочная. Ну, килограмм 200, наверное. Ну, в общем, камеру лучше сейчас не выключать. М. Может быть Полнило. фиаско какой-то с Нивой. Ну, тут максимум, что будет. Не, тут хорошо предел. Это не... Скорее, тут кронштейн просто отломается. И самое в этой истории интересное, знаете, это что? Что дорогу общую, где можно проехать, да, перегородили сейчас Россети, они какие-то столбы стоят. И нам сейчас не останется ничего, кроме как поехать по дороге короткой, но снежной. Вот, на самом проходимом автомобиле из нашего автопарка. Все как обычно. Да, там задним колесом плохо. Всем любителям Нивы привет от Комбат Крю. Место здесь не очень. Да, нормально. Вот. Оп-оп. Главное, чтобы не упало. Блин. Что-то это было на грани. Вообще без проблем. Больше было разговоров. Первого раза Нива. заехал. Надо эту трубку поднять. Он бывает 10 сантиметров? Стоп. Да, все. Но она значительно легче стала. Нет, стой, надо передизайнировать. Очень много впереди веса. Да, пускай. Так, что-то ворота помостил. Ой-ой-ой. Павлович, Так она и была. Чё, встань на землю. пару надо новую. Все, пускай, ставь. Опа! Курил у нас получился. Да, и вот назад, сколько надо. Так, погоди, сейчас я вот это поставлю. Так, короче, везем кузов от Лауры
на передний двор. Здесь он больше не нужен. Я смотрю, нам колеса помогают на самой ловушке. Ага. Это что за педаль-то? Это сцепление? Или? Вот это? Да. Нет, это педаль тормоза. Правая. Я разобрал все, чтобы мне тут делать все. Все разобрал сейчас. Изобрету кронштейн. Здесь миллиметр. Так, вот от этой стенки, от передней. Вот, надо 58. Где-то вот так. Так, опа, и суем в дырку. Нет, вот туда, в промежность. Так. Сейчас, секундочку. Так. Теперь мне там надо попадание сделать. Так, попали. Теперь одевай беду. Вот ту. Не так одеваешь. Вот так. Тот-то бы хвост, тот хвост. Ага, вот. И твоя задача как-то ее одеть. Покажи, вот. Вот тут пипка. Ну тогда я подпилю ее. Снимай, снимай. Вот это очень хорошо. Давай, снимай сейчас. Так, всё. А. О, как ты, смотри. На, винтик наживляй. Первая примерка авторского устройства от Дмитрия Викторовича, который будет отвечать за фрикционы, за тормоза. Сейчас понятно, что не делается с первого раза. Сейчас мы будем все это примерять. Что там по высоте, что там по ходам. Может где-то что-то поделать, подпилить. А сейчас просто вот в таком положении мы это дело фиксируем и одеваем или надеваем, поправьте в комментариях, сверху кузов. Стой, надо успокоить ее. Давай еще. Пускай. Стоп. Давай. Попал там? Сейчас, секунду. Как попадут в дырки? Должны. Давай, пускай дырки. Ух ты, ё-моё, со ты так свистом мощно с таким. Но как сцепление у дела, так же работает. Ну что, попал? Вообще четко. Да, Ух сразу ты! сделать. Да я там наживу. Вообще наживляй здесь быстрее. Вот, сейчас нам надо приподнять лицо, вынуть палку, убрать вот эту историю. Так, сейчас мне вот эти. Главное, что поворотники работают. Вроде. Поворотники будут работать у тебя. Видишь, как раз чуть правей. Этот пропил был направлен на повышение активности в комментариях. Да. На тему, какой я рукожоп. Так, вот сейчас можно длинную болгарку, в принципе, если ты мне дашь. Какую огромную? А вон она лежит уже. Так, ну, собственно, последний штучок. Погоди, болгарку. Ну, кстати, вот лучше, удобнее будет намного сюда. И надо быстросъемную тему делать, чтобы Ну, да. раз крышка открутилась, подтянул, раз там кулиса раскрутилась, подтянул, кардан заменил, обслужил. Фанеры есть у нас много, поэтому... Я вообще предлагаю, как в стиле Вал-канала, чем мы хуже, чтобы Не, у нас так не получается. кардан, чтобы, знаешь, от твоего шнурка Да. развязанного в нескольких миллиметров. Он бессмертный. Сохраняется. Единственное, что надо... Оп. А кофточку-то зачем? Вот так вот, свобода. Игорь, это твой гардеробчик? Ты же кофточку. Пистолетики. Кофточку-то. Да. Все, я уже сам регулирую. Сам регулируешь? Так, погоди, саморегуляция, это хорошо.
Так, давай, дворничек. Да, Так, дворник. подожди, Пропустил. не надо. Спасибо, пацаны. Вот смотри, нет, самое главное, вот педаль газа вот здесь вот у тебя будет нормально. Не, вот давай. Да вот, хоть тут. не, посередине вот здесь, да? Нормально. Нормально. Сиденье А ну-ка вот хочется- рычаги, как тебе удобно рычаги держать? А сиденье, тормоз хочется вот тут нажимать. Нифига, значит сидеть назад. Вот у тебя педаль. Значит, сиденье Можно еще назад. надо до упора. До упора, наверное. Вот да. так вот. Вот это и важно. Вот смотри, вот твои педали, вот это главное. Вот Сиденье. смотри. Так, но все равно на пределе. Нет, так а ты же... Может, мы тогда сразу... Нет, надо уже тут по-другому никак. Может, я на заднем диване буду? Не камельфо. Давай, вот назад. Да, Сейчас придумаем, что с педалью. Мне вот хочется вот так вот. Ну это хочется. Нет, так ты педали, она же там усилие будет определенное на тормозной педали. Тебе надо поднять ногу и... Ты А же- хотя если тормозить, рыть, а потом отдыхаю. Да, потом- ты же не все время. Да, вот смотри, ну-ка вот давай, вот давай. Ну, на грани. И потом еще... Ну ты длинный, потому что очень высокий. Куда длиннее-то? Во, Вот так, да. и ты уже тракторист, Вот бульдозерист. эту штуку бы надо выгнуть сильнее намного. Куда? Сюда. Ну что? За это не переживай. Да тоже угол неправильный. Хочется больше назад. Не, ну если делать, это делать нормально, плохо получится само. Так, вот этот рычаг мы вот так вот и поставим тогда туда. И в принципе... Вот. Он вообще как душевно, да? стоит? Слушай, Да, он но единственное, что насколько хода у него будет. Можно его сделать. Но если что, подогнуть. мы вот эту штуку отпилим, вот кусок, а бак-то вообще не мешает. Просто поставим его максимально вниз. Вот, а второй рычаг, вот этот, тебе под жопу сделаем вот туда. Вот он пойдет вот так вот и сюда. По-моему, он так уже и согнут там. Так у нас все и получается само. Как будто знали, что мы так будем делать. Друзья, очень такая тяжелая серия, в первую очередь морально, потому что сами мы особенно как-то поучаствовать не можем. Дмитрий Викторович просто тащит весь проект, и казалось бы, да, как всегда на старте все казалось просто, что там как-то прикрутим, как-то приварим. Дмитрий Викторович как-то делать не умеет, он делает все красиво. В итоге сейчас морально уже все намного проще. Мы видим кузов, который стоит на этом подрамнике. Подрамник прикручен к раме, все четенько, все с кронштейнами, все тютелька в тютельку. Дальше уже, соответственно, мы можем там с Димоном разделиться. Димон там доделывает мотор, и мешок купим, проводку надо обязательно делать. Я буду заниматься салоном, буду делать пол, будем подбирать сидуху. Будем разбираться с педалью газа, с ручками. У нас целых 3 ручки. ВАЗовская КПП и 2 тракторные КПП раздатки. Ну, собственно, и не исключено, если прям хорошо поднапряжемся, что в следующей серии уже сможем сдвинуться. И я, конечно, когда мы вчера поставили кузов, уже я так немножко воспрял духом, потому что не верилось. А сейчас уже как-то верится. Вот. Даже солнце вышло, уже скоро все начнет таять, болото отойдет, ну куда-нибудь обязательно поедем. Ладно, спасибо, что смотрите, в следующей серии уже на кураже будем бомбить. Все, всем пока.